Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! Я рада вас вновь видеть на своем канале. Сегодня мы с вами свяжем очень пышный, красивый, объемный узорчик крючком. Его вязать можно одним цветом, а можно связать, вот как я, двумя цветами. Крючок подбираем под размер нашей пряжи. У меня это крючок троечка. Ну что ж, давайте не будем затягивать и приступаем к вязанию нашего узора. Начинаем вязание нашего узора с цепочки из воздушных петель. Первую петельку не затягиваем, она будет нам служить первой рабочей петлей. И дальше набираем нужную нам длину цепочки. Самое главное, чтобы количество петелек было нечетным. Провязываем воздушные петли столько, сколько нам необходимо для нашего изделия. Сильно петельки не затягивайте, чтобы было потом дальше удобно вязать. Связали нужной длины цепочку. И теперь пропускаем, отсчитываем точнее от крючка. Вот первая петля от крючка, вторая, третья. В третью петлю вяжем столбик без накида. Следующую точно так же вяжем столбик без накида. И до конца ряда повторяем. Провязываем столбик без накида в каждую петельку. Провязали ряд столбиками без накида. Теперь провязываем 2 воздушные, которые будут нам служить первым столбиком с накидом. Можно сделать и 3, но тогда край будет немножко не таким аккуратным, поэтому сделаем 2. Теперь делаем накид на крючок и в первый столбик, вот сюда вот, будем вязать. Вот первая наша петелька. Эти 2 воздушные служат первым столбиком с накидом. Теперь в эту же петлю под 2 стеночки провязываем второй столбик с накидом, но не довязываем его до конца, оставляем петлю на крючке. То есть у нас уже 2 столбика. Теперь в эту же петельку вытаскиваем ниточку, провязываем третий столбик не до конца, делаем накид и провязываем четвертый столбик не до конца. То есть первый мы с вами провязали 2 воздушными, оставшиеся 3 вязали недовязанными столбиками с накидом. И теперь закрываем все 4 петли за раз. В следующую петлю тоже под 2 стеночки вяжем столбик без накида. И у нас получилось, что наша вот эта вот пышная часть, вот эта вот шишечка, она вывернулась от нас как бы наизнанку. Но по факту это лицевая сторона. Мы с вами сейчас вяжем по изнанке, а лицевая с обратной стороны. И теперь мы вновь повторяем. Нам в следующую петлю нужно провязать 4 недовязанных столбика с накидом. Провязываем первый столбик, второй, третий и четвертый. И у нас получилось с вами на крючке 5 петель. Одна петля, которая осталась с предыдущего элемента, и 4, которые мы сейчас провязали. И мы их закрываем все вместе. И теперь в следующую петлю вяжем столбик без накида. Как видите, узор у нас повторился. И опять наш пышный вот этот вот столбик, пышная наша шишечка вывернулась на обратную сторону. И повторяем. Давайте еще раз вместе с вами провяжем. Делаем накид и в следующий столбик провязываем 4 недовязанных столбика с накидом. Провязываем первый столбик, второй, третий и четвертый. Всего получается 5 петелек, 4, которые мы с вами сейчас провязали, и 1 петля с прошлого пышного столбика. Провязываем все петли за раз и в следующую петлю вяжем столбик без накида. И таким образом мы повторяем весь наш ряд до конца. То есть у нас идет пышная шишечка, столбик без накида. И так мы провязываем, пока не дойдем до конца ряда. Итак, вот мы с вами провязали до конца ряда, и последний столбик у нас был провязан столбиком без накида. В принципе, теперь у нас вязание будет повторяться. Всего у нас 2 ряда. Первый, который мы вязали столбиками без накида, второй нашими пышными вот этими шишечками.
Можно вязать этим же цветом, продолжать, если вы хотите однотонный узор. А можно взять новый цвет пряжи и поменять ниточку. Итак, теперь у нас идет ряд столбиками без накида. Поэтому провязываем одну воздушную, разворачиваем наше вязание. И вот здесь вот мы можем видеть петельки, которые мы должны провязать. Находим самую первую петлю, вот она, видите, две половинки. И под две стеночки, под две половинки петли предыдущего ряда вяжем столбик без накида. Находим следующую петельку, вот она. Точно так же провязываем столбик без накида. Следующая точно так же. И весь этот ряд вяжем столбиками без накида. Если вы вяжете тем же цветом, что и предыдущие ряды, та же самая история. Провязываем столбиками без накида до конца ряда. Провязали с вами ряд столбиками без накида, то есть повторили самый наш первый ряд. Теперь начинаем повтор наших шишечек. То есть точно так же, как здесь. Мы провязываем 2 воздушные петли, которые заменяют нам первый столбик с накидом. Разворачиваем вязание и в первую петлю вяжем второй столбик с накидом, но не довязываем его до конца. Третий и четвертый. Провязываем все петли вместе. И теперь в следующую петлю вяжем столбик без накида. Вновь в следующую петельку вяжем 4 недовязанных столбика с накидом. Первый столбик, второй, третий и четвертый. Все, теперь у нас 4 провязанных столбика и 1 петля с прошлого пышного элемента. Провязываем все петли за раз. И в следующую петельку вяжем столбик без накида. Провязываем так до конца ряда. Дошли мы до конца ряда и последний провязали столбик без накида. Если все сделали правильно, то у вас получится этот ряд шишечек над этим рядом шишечек. Все ровненько и красиво. И теперь так и повторяем. То есть следующий ряд у нас будет ряд столбиками без накида. После него будем вязать ряд с пышными шишечками. И так вяжем столько рядов, сколько необходимо для нашего изделия. И вот такой вот пышный, красивый узорчик у нас получается в конечном итоге. То есть у нас вот лицевая сторона, вот так выглядит изнанка. На этом мой мастер-класс подошел к концу. Если он вам понравился, тогда ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать мои дальнейшие мастер-классы. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.